Когда-то давно 4 народа жили в мире, но все изменилось, когда Художник Джейк Паркер. развязал войну. Кто может остановить этого захватчика, я не знаю, но да, это то самое видео про Инктобер, которое я обещаю еще с октября. Привет. Я не уверена, что на планете еще остались люди, которые не знают, что такое этот ваш Инктобер, но если остались, то это челлендж, который проходит каждый октябрь с 2009, по-моему, года. И суть в том, чтобы каждый день в течение месяца рисовать по картинке на заданную тему тушью или другими похожими графическими материалами. Собственно, поэтому и Инктобер. Инк — это тушь или чернила на английском. Надо сказать, что я начала в этом году достаточно бодро, хотя и не с 1 числа, потому что у меня как раз промежуточная аттестация в Шираге на середину октября приходится. Но я была уверена, что я нагоню все в 2 счета и не нагнала. И да, я кучу раз начинала этот челлендж, как и многие, я думаю. По-моему, с 2015 я участвую, и так ни разу и не закончила. И в этом видео я хочу немного поговорить, почему так вообще получилось, про сам Инктобер и про рисование каждый день в принципе. Вообще про рисование каждый день сейчас много мнений. Раньше это было как будто бы 11-й заповедью. Не воруй, не убивай, возлюби ближнего, рисуй каждый день. Сейчас же я все чаще замечаю высказывания о том, что это не обязательно, что даже когда мы не практикуемся, мы все равно развиваемся, так как во всяком случае растет наша насмотренность, мы получаем разные теоретические знания и так далее. И если вы не говорите на старом, то вы сейчас не поймете то, что я скажу. Но я вот с этим вторым мнением, если честно, не очень согласна. Я имею в виду, конечно, если сравнивать, что лучше не рисовать, но пополнять визуальную библиотеку, или не рисовать и не пополнять визуальную библиотеку, то, конечно, первое выигрывает. Но рисование — это не только про теорию, это в том числе механический навык, и это в большой степени механический навык. И я не соглашусь, пожалуй, что деградировать в рисовании нельзя. Можно. То есть ситуация, в которой вы работаете, а становится только хуже, уж вряд ли может быть, но если не рисовать, скажем, 5 лет, а потом вдруг взяться за карандаш, то, конечно, мы будем рисовать хуже, чем 5 лет назад. Конечно, навык не упадет до нуля, и нам будет не так трудно его восстановить, если это, конечно, не академическая акварель, потому что с акварелью неделю не писала, все, ты не умеешь писать акварелью. Но, да, навык до нуля не упадет, потому что нейронные эти связи в нашем мозгу уже так или иначе выстроились, но все равно он снижается значительно. И что же может в данном случае помочь? You guessed it right, рисование каждый день. Так что Инктобер спасет наши души, получается? Было бы все так просто. Итак, в чем суть Инктобера? Или Инктября, не знаю, как вам больше нравится. В чем суть? Каждый день мы должны, по сути, выдавать по хорошо сделанному, не стыдно нарисованному арту, который не стыдно запостить в соцсети, и еще и на заданную тему. А в чем заключается суть рисования каждый день? Почему это так полезно? Во-первых, поддержание механического навыка. Во-вторых, постоянная практика позволяет нам все время совершенствоваться и усложнять задачу. Потому что, наши лапища становятся настолько мощны, что можно хреначить даже сложные штуки, не тратить на них миллион времени. И, мы постепенно устаем делать одно и то же, и оказываемся просто вынуждены расти над собой, делая что-то новое. Начинаете видеть здесь противоречия? Я вот начинаю. Попытка сделать что-то новое, любой эксперимент гарантирует нам примерно 100% вероятность обосраться. Нельзя сделать идеально, зачастую даже просто хорошо, с первого раза. Нельзя стабильно выдавать хороший результат, при этом постоянно пробовать что-то новое, и при этом как-то жить остальную, не связанную с рисованием жизни, и не свихнуться при этом. Это требует огромного ресурса, которого у нас, середнячка и начинающего, зачастую нет. Вообще, мне кажется, это некой такой ловушкой среднего дохода, только от мира рисования. Ловушка среднего навыка. В какой-то момент времени мы добираемся до того уровня скилла, когда просто сам факт рисования уже перестает нас прокачивать. Нам становится необходимо уделять внимание конкретным аспектам. Да, мы уже умеем рисовать, скажем, лицо так, чтобы оно было похоже на лицо. Мы, возможно, можем даже добиться портретного сходства, если ставим себе такую задачу, но мы, возможно, все еще плохо понимаем, как на лицо падает свет и тень, как распределяется объем, как нарисовать лицо в определенном ракурсе, и что самое главное, нам по-прежнему нужно много времени, чтобы нарисовать хорошо. В таком случае просто рисование само по себе без тщательного анализа и практики конкретного навыка нам никак не поможет. Мы просто будем оставаться примерно на том же уровне. Максимум чего добьемся, наша рука обретет большую твердость, ей станет проще управлять, но на этом все. И это если не считать вероятности просто закрепить те ошибки, которые мы уже и так совершаем. Мне кажется, соцсеточки, с одной стороны, очень помогают нам качаться, но с другой мы привыкаем рисовать с мыслью о том, что мы обязательно кому-то это покажем. Никому не интересно смотреть на кривые наброски, композиционные поиски, всратые зарисовки. Это не зрелищно и из-за этого кажется бесполезным. По ощущениям, гораздо проще и эффективнее для получения внимания, и в желании внимания нет, кстати, ничего плохого, нарисовать то, что уже и так умеешь рисовать хорошо, дать тот стабильно ожидаемый от тебя результат и получить похвалу. Это приносит гораздо больше морального удовлетворения, чем папка кривых зарисовок, из которой, дай-то бог, может, одна будет нормальная. Но это не слишком эффективно, если дело касается рисования как такового. И вот в этом смысле Инктобер, на мой взгляд, может оказаться, если не вредным, то, по крайней мере, не таким полезным, как нам кажется.
Будет ли толк от того, что мы 31 день подряд будем рисовать 31 девочку в 3/4? Если мы не преследуем цели начисто выгореть и возненавидеть и девочек и четверти, то вряд ли. Но хватит ли у нас при этом ресурса пробовать все время что-то новое, учитывая, что права на ошибку у нас нет, и заветное 31 из 31 сам себя не напечатает и не запостит? Я вот как-то сомневаюсь. Рисование каждый день не должно быть самоцелью. Это не цель, это средство. И средство это, как и любое средство, стоит применять с умом и своевременно его модифицировать. Просто рисование само по себе нас не прокачает. Мне кажется, проблема выгорания или артблока тоже во много связана с этим. Мы забываем, что мы не обязаны каждый раз, берясь за карандаш или стилус, выдавать готовый арт или красивый беловой скейт. Так просто не получится. Заметили, как мы считаем стадики чем-то опциональным, чем-то, чем можно позаниматься в перерывах между рисованием артов? Хотя фактически логичнее было бы, наверное, 70% уделять стадикам, а в оставшиеся 30% времени уже аккумулировать те знания, которые у нас есть. Но так не получается, потому что мы по привычке продолжаем пользоваться теми средствами, из которых мы уже выросли. Опять-таки, на первых порах прогресс идет очень быстро. Каждый рисунок буквально делает нас круче, чем мы были до него. Но в какой-то момент мы оказываемся на таком плато. И для того, чтобы с него сойти, необходимо сменить тактику и начать прилагать больше усилий. И как человек, который уже прописался на этом плато и отстроил себе там симпатичный домик с садиком, я авторитетно заявляю, что сойти с него очень трудно, потому что это предполагает выработку новой стратегии и изменение устоявшихся привычек. Так что же происходит с жителями такого плато, когда приходит октябрь? Происходит большой стресс. От него требуется а. Генерировать идеи 31 день подряд, б. Стабильно выдавать красивые картинки без права на ошибку. При том, что той мощнейшей прокачки, на которую он, скорее всего, рассчитывает, скорее всего, не случится. Значит ли все это, что Инктобер зло воплоти и пустая трата времени? Ну, я так не думаю, но думаю, что к нему все-таки стоит подходить более осознанно. Если для нас челлендж рисовать просто хоть что-нибудь, хотя бы раз в неделю, имеет ли смысл брать на себя тройную нагрузку? Конечно, дискомфорт необходим для роста, но я все же думаю, что не стоит пытаться за раз откусить больше, чем можешь проглотить, а повышать нагрузку постепенно. Или распределить свой инктоберный план так, чтобы дать себе возможность поделать иногда что-то, может быть, менее зрелищное, но зато более полезное. У меня укрепляется ощущение, что инктобер — это что-то на языке скилловых пацанов и девчонок, для которых техническая сторона вопроса не представляет особой проблемы и которым не нужно по 2 часа сидеть над картинкой, чтобы просто глаза на одном уровне нарисовать. Мне кажется, он скорее подходит для того, чтобы отточить те навыки, которые уже есть, и прокачивать креативность, чем для повышения скилла. Однако я все равно рада, что я в этом году попробовала. Я думаю, что в следующем я тоже буду пробовать, потому что с рисованием каждый день у меня проблема, и благодаря Инктоберу я наконец-то смогла оценить вот эту вот прелесть каждодневного рисования. И главное, хотя бы приблизительно понять, в какую сторону мне лежать, чтобы поднять свой навык. А еще Инктобер хорошо поднимает актив, потому что это популярный тег, но этого я вам не говорила. Ну, надеюсь, это было хотя бы немножко полезно. Всех люблю, всем пока. По хорошо сделанному, не стыдно нарисованному арту, который не стоит... Да ёб твою мать, сука! Что за скороговорку ты тут написал?